Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин и приглашаю вместе со мной поискать клад. Я с удовольствием ищу клад на различных помойках, свалках. В этот раз мне посчастливилось найти вот такой пакетик. Мне показался он интересным, к тому же всего стоил он мне $5. Кто не знает, в винтажных антикварных магазинах, благотворительных магазинах люди приносят свои ненужные вещи, ненужные пакеты, в общем, оставляют там, и в дальнейшем их просто практически бесплатно распродают. Главное, с моей стороны, сделать правильный выбор. Главное, найти то, что интересно именно мне. И мешок заинтересовал. Как я уже сказала, стоил совсем недорого. Я знаю, что за совсем недорого можно купить классные вещи, за совсем дорого можно, как говорится, просто потерять деньги. Так что давайте приступим. Я не буду задерживать долго видео. Вступление, так сказать, надеюсь, вас не утомило. Так, ну как их сортируют, эти пакеты, я до сих пор не понимаю. Хотя постоянно, регулярно роюсь там, ищу что-то. Так, ну, в общем, пакет такой, на самом деле, большой, но не тяжелый. Вижу много вещиц, которые есть в пакетиках в отдельных. Как правило, в пакетике складывают вещи более, так сказать, интересные и ценные, а в довес складывают вот то, что ну, как говорится, не удается никак было продать. Так, ну, в общем, пакетиков много. Видите, отложу в сторону и буду рассказывать, распечатывать по порядку. Самой интересно, совсем прям не имется мне быстрее все это дело начать распаковывать. Ну, как я уже сказала, в довес складывают вот что-то подобное. Таких у меня бус много. Я их использую для декора своей комнаты. Винтажной. Кстати, кто не смотрел, как оборудована моя винтажная комната, можете посмотреть. Ссылку оставлю в первом закрепленном комментарии. Посмотрите, как организовано хранение в моей винтажной комнате. Ну да, это вот покрытие Аврора Бореалис. Думаю, что это 60-е годы. Ну, таких у меня действительно много. Так, здесь обычные бусы. Ну, очень, кстати, качественные. Мне кажется, это стекло. Но если это пластик, то довольно плотный. И я вижу вот такую узнаваемую застежку. Вероятно, это Мане. Так, минуточку. Так, это действительно Мане. Характерная застежка для этой компании. Думаю, что если вы увлекаетесь винтажными антикварными украшениями и встречаете вот такую застежку, то вы наверняка знаете, что это Мане. Крабик. Вот так вот он раскрывается, видите, в две стороны. Качественная. Мне просто удивительно, почему именно эти бусы, сейчас я их поближе вам покажу, эти бусы без мешочка. И странно, конечно, что они попали вот в такую, как говорится, компанию. Не знаю, что нас ждет дальше, но прекрасный, красивый цвет, прям не коралловый даже, а какой-то алый, красивый, собрано через золотую бусину. Ну вот что может быть еще, да, шикарнее. Красное с золотом. Сочетание просто великолепное. Бусами этими я довольна. Ну, такие классические прям, да, красные. Кстати, можно в два. Ну, если шейка тоненькая, то можно в два слоя. Ладно, не будем останавливаться и идем дальше. Что здесь? Так. Минуточку терпения. Извините, что шуршу мешочками. Кому-то это может не понравиться, но, как говорится, вариантов у меня нет. Какая прелесть. Сейчас вы поймете, что это. Это серьги. Нижние бусины клоузане. Перегородчатая эмаль. Центральные бусины, видите, они как с мелкими такими кристалликами. И вот верхний уж очень похож на натуральный жемчуг. Возможно, речной, но очень похож на натуральный жемчуг. Смотрите, какая прекрасная, да?
тонкая работа, какие красивые. Единственное, что их портит, это вот дешевые вот эти швензы. Хочу еще поближе сама рассмотреть и вам показать. Очень красивые. Сделаны просто великолепно. Здесь даже сам пин, он тоже, видите, такой не совсем простой. Эмаль, клоузане. Вероятно, что это серебряная бусина и натуральная жемчужинная бусина. Так, если есть маркировка, то это будет вообще, мои дорогие, здесь есть маркировка, посмотрите. Вот сейчас совсем приближу к вам. Сфокусируется. Видите, маркировка 925. И это серебро. Да, даже швензы менять не буду, потому что именно на них и стоит сама маркировка. Ну, прекрасная вещь, просто великолепная. Этим сережкам я очень рада. Они такие тяжеленькие, прям увесистые. В общем, не перестаю любоваться, мои дорогие. Это всего за $5. Я просто в шоке. Я уже в шоке. Прекрасная вещь. Просто великолепная. Так, пусть тоже радует вас. Тоже продолжает радовать. Мне прям, ой, мне прям, прям я очень уже доволен. Уже можно дальше не продолжать, да? Ну нет, я, конечно, шучу. Конечно, мы с вами все рассмотрим. Я надеюсь, что еще есть интересные вещицы, которые тут есть, потому что я там тщательно рассматривала и много чего не увидела. Так, а что это? Так, когда-то продавалось за $2. Дергать не буду. Вот я вижу, что тут и желтый ценник, да? Вероятно, это ценник или нет. Так, это не ценник. Это просто прайс. Что-то не знаю такое. Что это может быть? Дергать не буду, потому что, возможно, велика, вернее, вероятность, что смогу порвать цепочку. Тоже такие неприятные моменты бывали у меня. Так, а здесь... Ну, еще маркировку, мои дорогие друзья, потому что уж очень на серебро похоже. Так, и здесь почему-то все вот запутано. Короче, вот такая, да, вещь. Но я думаю, что это просто самостоятельно повешен кулон. А посмотрите, какой кулон классный. И он двухсторонний. Эффект Монглоу. Лунный свет. Прекрасная вещь. И здесь похож на бакелит. Но я не знаю. Конечно, бакелит разного цвета бывает. Буду проверять. Цепочка родная, не родная, не знаю. Но хочу убрать. Потому что, да, вот цепочка длинная. Почему-то ее так вот пристегнули, я не поняла. Ну, посмотрю сейчас маркировку. Очень похоже на что-то качественное и на что-то достойное. Так, ну я не вижу маркировки на самом кулоне, если, может быть, внутри бывают, пишут вот по внутренней части, стороне внутри. Может быть маркировка. Мои дорогие, если вы видите маркировку, напишите мне, скажите, подскажите. Многие такие загадочные вещи мне вы подсказываете. Близко покажу. Короче, что я по этому поводу думаю. Тут что-то опять запуталось. В общем, вот так. Цепочка родная, не родная, сказать сложно. Но сам кулон просто великолепный. Кабошон с эффектом лунный свет. Какая прелесть. И обратная сторона вот такая черная. Холодная. Ну, не пластик, думаю, тоже это стекло. Черный. По поводу натуральный камень, думаю, не думаю, вернее, что это оникс. Не думаю, что это натуральный камень, хотя могу ошибаться, можете написать. И что вы думаете по поводу вот этого кулона? Какая классная вещь, да? Все-таки по поводу цепочки думаю, что она не родная, слишком она как-то мелковатая, да? Как вы считаете, вот для такого кулона? Думаю, сюда даже просто кожаный шнур подошел бы больше, лучше. У меня их много. Попробую несколько разные варианты. Попробую и буду посмотреть, какой лучше.
Но кулон красивый, очень красивый. Тоже мне это понравилось. Он такой тяжеловатый. Так, ну давайте идем дальше. Следующее, что это, даже сложно сказать. Так, и эта вещь стоила тоже когда-то $2. Не продалась, попала в общий, как говорится, мешок. А это какая чудная вещь тоже. Я в этом видео много раз говорю слово «чудное». Простите, пожалуйста, но так оно и есть. Эффектом безел. Видите, открытые сами вот эти кристаллы, но также как похоже на как витраж. И это стекло с прекрасным рисунком. Сейчас покажу я вам сами вот эти вот элементы. Очень красивые. Они не просто как стеклянные вставки, а фигурное стекло. Что имитирует, трудно сказать. Ну, тут, видите, как будто в листья какие-то. Не выгравированы, а как бы отпечатаны. И мне это напоминает вот мед. Есть же липовый мед вот белого оттенка, такого светлого. Есть цветочный, горчичный, гречишный. Невероятная вещь просто. Очень мне это все дело нравится. И очень похоже на что-то такое прям вот прям достойное. Если маркировка, застежка у этих бус, как она. Здесь есть и маркировка, мои дорогие. Так, минуточку. Сейчас. Сара Кавентри. Как говорится, моему счастью нет предела. Вот как так может быть? И Сара Кавентри, и Монет, и невероятные серебряные серьги. Вот что как бы двигало людей, которые собирали вот этот пакет и оценили его всего в $5. Я не фанат прям каких-то супер брендов и маркировок, но когда попадаются вот такие вещи, прям меня это очень вдохновляет, радует, вдохновляет на дальнейшие поиски уникальных вещиц. И вот чем, скажем, дешевле пакет, вот у меня почему-то так происходит. Напишите, кто также поиском занимается, так у вас или нет. Чем, скажем, дешевле пакет, тем, как говорится, интереснее вещи в нем могут находиться. Это вот такие бусы. Даже не бусы, а нитка. Длинная. Думаю, что можно ее как-то в 2 слоя, да, носить. Ой, сейчас попробую как-то вот так разложить, чтобы это было. Посмотрите, какая чудо. Я просто не перестаю удивляться и любоваться. Невероятная вещь. Очень понравилась мне. В таких оттенках, как раз осенних, в тему прям. Радости моей нет предела. Так, что тут? А здесь, похоже, серьги. И тоже $2 когда-то стоили. Рубль 88, рубль 8, доллар 88. Пакетик этот продавали, не продали. Ну что же здесь? Ну давайте тоже их отодвину, буду по порядку. Так, грязненькие, довольно грязные. Мыть нужно. Такая оригинальная, я бы сказала, экстравагантная форма. Я думаю, что это 80-е. Однозначно крупные, такие необычных форм, да, были популярные серьги, кто, возможно, моего возраста помнит. Я, например, очень хорошо помню вот такие серьги эмаль. Мы их такие серьги сами делали. И я тоже занималась, так сказать, производством сережек в таком стиле. А вот это очень интересно. Я не знаю, что это за материал. Тоже вам поближе покажу. Ну, скорее всего, это пластик. Вот так вырезан. Пластик, такой мягкий материал, податливый. Интересный тем, что окрашивание, вот даже бы я сказала не окрашивание, а именно тонирование так интересно сделано. Ну, серьги вполне современные, почему нет? Я, например, буду носить эти серьги. Я уже рассказывала в своих видео, как в 80-х годах
Мы с подружкой делали такие серьги из пуговиц. Просто горячим ножом брали, вернее, пластиковую бусину крупную, ну, от верхней одежды. Срезали саму шляпку горячим ножом. И вставляли также горячий вот такой штыречек. И получались вот такие серьги. Так что бижутерия у нас и в те времена были, как говорится, мы тоже были модные. Мне очень нравится именно сама вот эта вот техника. Но они легкие, они крупные, они эффектные. Да? Можно под любую одежду. Мне очень нравится менять именно украшения каждый день под разную одежду, под разное настроение. В общем, мне не нравится, почему нет. Да? Прекрасное, как сказать, дополнение, освежение гардероба, одежды, аутфитов, может быть. Так, и вот следующие серьги, тоже пусеты. Я сначала подумала, что это тоже пластик, на самом деле нет, это металлическая основа. Ну, их, видите, тоже нужно помыть. Принцип тот же самый, металлическая основа, легкие, крупные, но в таком стиле интересном, да, эмаль. Эмаль такая, кстати, эмаль с перламутром, перламутровая эмаль, красивого, очень красивого такого бирюзового оттенка в сочетании с белым. Они крупные, но такая нежность какая-то от них исходит. Думаю, что освежать лицо они будут однозначно. Тонкие, легкие, красивые. Что еще нужно? Тоже очень довольно интересная парочка. Так, ну идите вот сюда. Так, ну и мешочек вот такой крупный. Что тут собрано? Тут даже не собрано, а именно одно украшение вижу. Но какое эффектное. Очень красиво. Так, я считаю, вот это обратная сторона. И тут есть маркировка, кстати сказать. Сказала маркировка, на самом деле это нет. Это такая площадочка для маркировки. Либо это элемент крепления. Думаю, что это как бы крепится вся конструкция вот на этом гвоздике. Если видите маркировку, напишите. Но очень похоже на авторское украшение. Мне подобные стильные вещицы тоже очень нравятся. Так, сейчас тут хочу посмотреть, нет ли маркировки. Хочется найти. Но это, как говорится, да? Это слишком было бы шикарно. Вот такое колье. Похоже на авторское. С первого взгляда вроде как крупное, ничего такого, но оно состоит из вот такого кулона, а сами вот эти детали сочетается глянцевое золото, матовое позолота, ну золото я так условно, конечно, говорю, и в чеканке, в такой в стиле чеканки. Красивое украшение, тоже крупное, эффектное, на черном фоне, на красном, на любом, на белом фоне. Такие украшения очень хорошо смотрятся. Оно такой, посмотрите, крупный, вообще крупный, такой объемный кулон. Вот такие сегодня находки я вам представила. Сама очень довольна, очень рада. Напишите, какое из украшений на вас больше впечатление произвело. На меня так произвело впечатление многое чего. Вот этот кулон, серьги клоузанные серебряные, монеты, конечно же, вот Сара Кавентри. В общем, понравившегося мне гораздо больше, чем, так сказать, более такого, да, нейтрального. Мои дорогие, увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую, обнимаю. Мира, добра и красоты вам. Всем пока-пока.